Приветствую всех, друзья! С вами на связи Алехандро. Мира вам и вашему миру. Предлагаю вам короткий общий расклад Таро. Прогноз на ближайшее будущее. Какие переменные ждут вас совсем скоро. Или какие неожиданные перемены случатся или произойдут в вашей жизни нежданно-негаданно. Можно гадать от начала до конца как ченнелинг. Можно попробовать зацепиться за одну из карт, которую вы будете видеть на столе. Но можно выбрать несколько карт и посмотреть основные главные тенденции того, что будет происходить. В загаданный вами промежуток времени вы можете погадать там, на неделю, на месяц, например, до конца лета. 1, 2, 3, 4, 5, 6 карт. Да, давайте вот так. Все-таки будет 6 вариантов. И сегодня будут у нас оракулы. Здесь будут и Ленорман, и пройдемся лесом, как говорится, да, оракул, который такой лесной оракул, который часто дает нам с вами интересные подсказки, советы, инсайты, и даже иногда подсказки высших сил, духов, да, духов леса. Да. Давайте посмотрим дальше. То есть цепляемся за карты сверху, а снизу оно уже как бы идет расшифровочка. Настраивайтесь на себя, на свой поток, на свою интуицию. Помните о том, что общие расклады, они вам идут, должны помогать вам. То есть это как расклады-помощники. Да? Это же не индивидуальный расклад, где вы напрямую. Да? То есть прислушивайтесь к себе и включайте интуицию. Итак, уверен, что вы настроились от начала до конца. Начнем первую карту. Смотрите. В принципе, да, ближайшее будущее готовит вам успокоение, баланс, опору. Вы найдете точку опору, силу и сумеете устоять. Сумеете не провалиться и сумеете, давайте так скажем, сохранить спокойствие в очень сложной ситуации. Знаете, есть такая, фильм такой, там, где корова расставила ноги и не захотела выпадать из самолета, да, так вот, жизнь захочешь, не так раскорячишься. Так вот, я вам скажу, что в ближайшем будущем вы сможете раскорячиться так, что, во-первых, сохраните свою позицию, сохраните, возможно, даже себе и жизнь, да, но вы сможете защитить себя от провала в еще более глубокую некомфортную ситуацию. Это раз. То есть вы сможете устоять. С чем эта установка будет связана? Вы сможете в ближайшее время сделать правильный выбор. Мужчины могут сделать выбор правильной женщины. Женщина может выбор сделать правильного мужчины, поскольку это дама бубновая, обычно это перекресток, поэтому все же это будет правильный выбор. Вы пойдете правильным путем, туда, куда надо в ближайшее время. То есть вы не ошибетесь. А поскольку это дама бубновая, очень часто дама бубновая говорит о хозяйстве каком-то и, возможно, о работе где-то. Это, конечно, не рабочая карта, да, но тем не менее бубны — это всегда о стабилизации финансового потока, и в ближайшее время вам хватит ума, хватит успеха, удачи, чтобы повернуть туда, куда надо, и хватит силы сохранить финансовое благополучие, стабильность и независимость. Очень хорошая комбинация. И если вы вообще по ситуации ищете опору, поддержку, да, какую-то, то, как минимум, если вы женщина, то вы сделаете правильный выбор в своем направлении, где не сможете не ошибиться в своем выборе. И неважно, что это, кто это, да, то есть, как минимум, вы сделаете правильный выбор, и ваши чувства стабилизируются, вы успокоитесь. Вторая карта тоже прекрасная.
Вообще замечательные карты выпадают. Кстати, в Оракуле есть и не очень хорошие карты. Но тем не менее, вам выпадает поле, а поле это открытость, да, то есть вы для себя что-то откроете хорошее, то есть откроете новое пространство, откроете новое дыхание, новое видение, новые возможности. Эта карта, она обычно символизирует тройку жезлов. Вот, и давайте я так вам скажу, что если вы ищете возможности и реализовать возможность, если вы ищете, куда идти, куда уйти, как уйти, с кем уйти, да, вот вам нужно попасть в какое-то новое чистое пространство. Поле еще часто говорит о вашем энергетическом состоянии, но здесь открытость — это очень хорошая свежая карта, поэтому энергетика ваша, она будет восстанавливаться, и вы будете от чего-то освобождаться, и у вас будет масса возможностей. Масса возможностей реализовать какие-то способности. Вы откроете свое направление какое-то. Выберите правильно свое направление. То есть, по сути, где-то, я вам так скажу, что вас ждет спокойный выбор в ближайшее время. Вы будете спокойно выбирать. И, может быть, вы даже пойдете по какому-то направлению спокойно, открыто, без угрызения совести. Да? Давайте вот так я скажу. Ну и чего это поле возможностей, чего эта свобода будет касаться? О, здесь гроб. Вы освободитесь от массы проблем. Ну, прекрасно. Кто-то избавится от черной магии и устоит перед ударом черной магии, особенно если вы дама бубновая или на вас магичит какая-то дама бубновая. Вы сможете освободиться от темных сил. Да, вот черной магии — это как атака, да, и от влияния темных сил. Вы сможете избавиться от негативного влияния духов, рода, умерших, все, что мешает. То есть это будет освобождение от всей эти темной энергии, даже от кладбищенской магии, если вдруг, там диагностировали у себя кладбище, или вам кто-то диагностировал, или вы чувствуете. Ну и, кстати, можете продиагностироваться вдруг, если вы чувствуете, что что-то не то, продиагностируйтесь, есть ли у вас кладбищенская магия. Но вы в ближайшее время от нее будете освобождаться и освободитесь. Да? Так. Но как минимум я вам так скажу, что череда проблем у вас заканчивается в ближайшее время, и вы выходите из череды тупиков, из ситуации стагнации, на свободу. То есть, как минимум, вы оттолкнетесь от дна и оттолкнетесь от темных сил. Ну и если вам часто попадается на глаза всякие черные собаки, и может быть где-то Анубис, то стоит задуматься о том, а не гнетут ли вас темные силы и не сбивают ли вас темные силы с пути, с верного пути, да, особенно если вы постоянно тонете, да. Такой квадрат, вот этот, из этого квадрата я вам делаю этот месседж. Позиция номер 3. Вообще я продолжаю, просто что вас еще ждет хорошего. Смотрите, вас ждет лиса, но вам придется хитрить в ближайшее время. Вам придется находить тропинку, да, и находить проход. Да, вот будет тупиковая ситуация, и вам нужно из нее будет выйти, но для этого нужно будет схитрить. Запомните эту третью карту и включите лису, свою лису, свой интеллект, хитрость, ум, интуицию, шестое чувство, режим охотника, и режим человека, который отвечает возможно, за семью, возможно, за тех, кто в вашем окружении нуждается в вашей поддержке и охране даже, да. Лиса, это лис, да, лиса, это охотник, который идет по своему новому пути, выдерживает этот путь и пользуется всем накопленным опытом за свою жизнь. Для чего вам нужно будет использовать этот хитрый, креативный опыт? Для чего вам хитрить?
С чем вы столкнетесь? Тут рядом плохие такие карты, тяжелые, да, ну давайте скажем, не плохие, а тяжелые. То есть выбор, это тяжело всегда выбирать. И группа, а группа это проблемы, да. Может, вам придется выбирать, каким способом избавиться от проблем, например. А здесь мосты, а мосты это прошлое и будущее. Но вообще вам нужно будет хитро пройти по, ну давайте я так часто называю, лезвию бритвы или по, ну по канату, да, вот. То есть вам нужно будет схитрить для того, чтобы пойти туда и вернуться назад, слышите? То есть вам нужно будет сходить туда и обратно и вернуться при этом. То есть вам нужно, у вас предстоит какая-то рискованная операция, из которой вам нужно вернуться. И вы, если задействуете свой разум, то вы вернетесь целым и невредимым, кстати. Поэтому можете рискнуть, и скорее всего у вас получится. Вот почему-то у меня такой месседж идет. А также вам придется в ближайшее время разгребать все-таки где-то проблемы прошлого, от которых вы, если не освободитесь или еще не начали освобождаться, то эти проблемы могут вас преследовать. Это как предупреждение вам здесь. Поэтому думайте прежде, чем переходить в будущее, не зачистив прошлое, да, не решив проблемы прошлого. То есть, если вы живете по принципу всегда откладывая на завтра то, что можно сделать сегодня, это может вам сделать проблемы. Понимаете? А если вы не живете по принципу и будете жить, не откладывая на завтра то, что можно делать сегодня, то, скорее всего, проблем у вас не будет. Услышали? Давайте посмотрим следующая карта, что вас ждет. О, силуэт. Карта достаточно такая, тоже контроверсийная, да, или двоякая. Она может быть и плохая, и хорошая. Но, тем не менее, на пороге что-то будет проясняться. И вот мы посмотрим, что будет проясняться. И будет это хорошее проясняться, или это будет плохое. Карта вообще пугающая, но мы посмотрим. Я сегодня настраивал себя и свое поле, и вас, да, на позитив, да. Ну и пока что карты очень неплохие, в принципе, да. Давайте посмотрим, что за силуэт или какой образ, с каким образом вы столкнетесь в ближайшее время. Темный он, ну и насколько он для вас опасен, этот образ. Может быть опасен, может быть, что-то начнет вырисовываться в вашей жизни. Давайте посмотрим, это опасно или нет. Вы знаете, это не опасно. Почему? Смотрите, будьте осторожны с силуэтами незнакомых мужчин и незнакомых женщин. Это звучит как предупреждение просто пока что. Если вы ищете мужчину для отношений или женщину для отношений, вы уже будете в ближайшее время встречать этих людей или чаще, или вообще повстречаете хотя бы первого. То есть у вас на пороге силуэт мужчины или женщины. Но я говорю о предупреждении. Да, неком предупреждении, что если этот мужчина или женщина вам не знакомы, то он у вас будет на пути, да, вы его встретите, особенно если ищете, вы его встретите, да, то есть вы притянете себе мужчину или женщину, новые отношения. Но торопиться с этим мужчиной или с этой женщиной вам не стоит, то есть вам в омут с головой в ближайшее время не нужно, а возможность такая будет, услышьте это. Поэтому при первом знакомстве не делайте поспешных выводов, не делайте. Тщательно изучите прошлое этого мужчины, проблемы или женщины и проблемы этого мужчины, варианты и присмотритесь. Возможно, какой-то образ мужчины или женщины может вас запутать. Это как предупреждение. Давайте дальше смотреть. Следующая карта. Ну и здесь Луна. Луна часто говорит о интуиции. Луна часто говорит о снах. Луна часто говорит и о магии. Ну, здесь давайте мы
контексте магии, интуиции поговорим и чем-то темным где-то, потусторонним и мистическим. Давайте вот почему-то мне мистика какая-то идет вот из этой комбинации. Вас ждет какая-то мистическая ситуация. Посмотрим все-таки, да, с чем вы столкнетесь. Вы знаете, очень хорошая комбинация, но мужчины, будьте осторожны. Вас в ближайшее время может околдовать женщина. И женщина это очень красивая, но она ведьма. Вы в ближайшее время встретитесь с женщиной-ведьмой. С красивой женщиной. Неважно, кто вы, мужчина или женщина, вас будет ждать встреча с женщиной-ведьмой, красивой женщиной. Может быть, это поход к колдунье какой-то. Это все две женских карты. Поэтому женщина пойдет к женщине именно. И вот... может быть, прояснять что-то, выяснять. То есть вас, как минимум, вас ждет встреча двух женщин. Если вы мужчина, а вам две женщины повстречаются, одна из них точно ведьма, а одна из них точно красивая. Но могут быть и две ведьмы и красивые, да. Вот. Ну а если вы женщина, то вас ждет встреча тоже с двумя женщинами. Одна ведьма, а одна красивая, слышите? Угу. Тем не менее, вас ждет прояснение отношений с женщинами в ближайшее время. Почему говорю прояснение? Луна это не всегда чистая карта, и это непонятки всегда, да, какие-то тайные загадки. А звезда это очищение, прояснение. Поэтому в ближайшее время вы проясните отношения, непонятные отношения. И, скорее всего, ваши отношения будут улучшаться с какой-то женщиной. Это может быть и мать, а может быть ваша жена. Это может быть и женщина, с которой вы поссорились. Ну и как минимум, если вы ищете себе женщину, ну как мужчина, то вы будете понимать, какая вам женщина нужна. Но если вы женщина и ищете какие-то выяснения каких-то вопросов, то вам станет ясней по отношению тех вопросов непонятных, возможно, даже проблемы с прошлого, связанных с вашей женщиной. Но это может быть либо мать, либо соперница, либо сестра, и вы разгадаете какую-то тайну, которая тянется за вами долгое время, или преследует, или создает проблемы. Почему-то здесь женщина открывает этот расклад, поэтому я и ссылаюсь на этих женщин. Как минимум, ситуация с женщинами и конфликтная ситуация из прошлого прояснится. Вы сможете также преодолеть негативное влияние, идущее от женщины, если вы особенно уже долго занимаетесь очищением от этого влияния. Ну и последняя карта, которая сегодня закрывает наш расклад. Смотрите, вы сможете найти место, где вы сможете пройти спокойно. Смотрите, штиль, да, и поддержка, да, спокойствие. Через какую-то неприятность вы сможете избежать какой-то неприятности. Смотрите, брод. Или вы сможете выйти из какой-то неприятности, не замочив ноги, да. Даю тебе вода, мостики шаткие новые, чтобы ног зрящий мог не замочить, да себя в потоке не потерять. Это часть молитвы, которая служит на открытие дорог. Как минимум, вы сможете открыть в ближайшее время себе дороги к успеху в отношениях, отвязаться от родовых программ по матери, особенно, избавиться от магии, негативного влияния, особенно связанного с женщиной, хитро ускользнуть от преследующих вас темных сил или людей, которые могут вас разыскивать. И в ближайшее время, как минимум, вам откроется дорога. У вас если вы будете делать обряды, ритуалы на открытие дорог, это вообще шикарный расклад. Вообще очень крутой. Но мы здесь не делаем каких-то диагностик или каких-то рекомендаций. Просто вы сможете себе открыть дорогу, возможности. И вот что это, с чем оно будет связано, давайте посмотрим. Чик. Вы открываете себе дорогу в счастливую жизнь, сад выпадает. И теперь ставьте на паузу, и тот, кто
досмотрел до конца, тот вот сегодня получает бонусом вот эту вот карту. Карту счастья, карту улучшения отношений. Если вы, вдруг вы с кем-то поссорились, и дорогой для вас мужчина, женщина ушел, пропал, он появится. Пишите в комментариях: я открываю себе брод или дорогу в счастливую жизнь. Я притягиваю к себе долгожданное счастье, надежда, о котором меня питало так долго. Вы действительно заслужите это счастье. Почему? Потому что вы в ближайшее время, благодаря спокойному выбору, избавитесь от больших проблем, которые вас преследуют очень долго, и найдете то, что так долго искали. Ваша мечта осуществится, а все злое и все темное, оно отпадет, очистится, испепелится, и новый свет и новый день сквозь брод и через брод возможностей даст вам, благодаря вашему креативу, хитрости, уму и осторожности, пройти спокойно по воде, не замочив ног своих. Поверьте, этого счастья хватит на всех, на вас и на двоих. И засветится звезда на небосклоне. И наполнится теплом энергии ваши открытые ладони, и в сих руках вы ощутите мир тепла, поскольку здесь вы только ради успеха и добра. Мира вам и вашим мирам. Берегите себя, любите себя и миры, которые окружают вас. И последняя карта здесь и сейчас. Ждите хороших новостей. Всадник добра и радости. Мужчина и хорошие новости здесь и сейчас дают вам еще один шанс достичь результата. И пусть этот результат порадует вас. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку. Світла вам та вашому всесвітові. Бережіть себе, кохайте себе та всесвіти, які оточують вас. Допомагайте силам світла нищити сили темряви, і все буде добре. От побачите. Па-па.